Девочки и мальчики, хочу просмотреть вашу вторую половинку на картах Симбалон. Что сейчас с ним происходит? Что у него на душе, что у него на сердце, что с ним происходит? Что он будет делать по тому или другому вопросу? В этой колоде есть карта мужчины, это карта короля. И ее можно загадать. Загадывайте своего короля, он здесь у нас красивый. Представьте его запах, его внешний вид или внутренний, его голос. Ну или просто посмотрите, если нет никого. Часто карты помогают встретить вторую половинку. В общем, что ваша вторая половинка сейчас думает о вас, что чувствует к вам, что у него или у нее сейчас происходит. Если вы мужчина, сделайте наоборот. Я говорю от лица женщины, конечно. Я просто ищу карту короля. Это будет у нас при диагностика. Та, которая карта будет перед ним и после него, дадут нам представление о том, что именно его тревожит, что его беспокоит, какие энергетики им управляют. Пустая карта, видите? Но пока его нет, будем видеть. Пока его нет. Вот он. О, смотрите, что вокруг него. Что вокруг него, девочки дорогие. Искуситель. Вот когда неожиданно совершенно поворачивается все. Искуситель им управляет. Может, у него какая-то привязанность к чему-то там, алкоголю или самокопанию. Но, с другой стороны, это вы и он, это ваш танец любви. То есть ваша вторая половинка сейчас раздирается двумя противоположностями. Первое – это то, что он хочет вам угодить, хочет прийти к вам, если вы еще только встречаетесь на свидании, раскрыть вам душу, рассказать о своих чувствах. Или же, что мужчина... Да, это есть, и встреча будет. Если вы женаты, то здесь может быть между вами какая-то кошка пробежала, видите, искуситель, но он хочет помириться. Но его тоже раздирают какие-то свои внутренние заморочки. Он недоволен своей жизнью. Он знает, что вот эта идиллия, к которой нужно стремиться, но он пока еще не чувствует, что это все у него в жизни есть. Я хочу взять вашу карту, найти. Что у вас, потому что здесь есть карта королевы. И вот, вы недалеко от него оказались. Так что это очень хороший знак. Но видите, карта, видите, молчания говорит, что может между вами какое-то молчание, недопонимание, или же кошка какая-то пробежала, может обстоятельства вас поссорили, другие люди. Но это не обязательно. Может быть, что карта молчания, silence, говорит, что между вами покой и мир. Но я смотрю, что у некоторых действительно вы не понимаете друг друга. Видите, вот этот разрыв, вот эта карта. Она говорит, что у некоторых из вас действительно есть что-то, что теперь вас поссорило. Какая-то злая сила, злая энергия. Я вижу здесь колдовское влияние у некоторых проиграется, у некоторых просто негатив, сплетни, наговоры, злые языки, фамильные такие, родовые, да, семейные неурядицы. И знаете, какие-то секреты, вот здесь как секрет какой-то. Какой-то секрет, который лучше бы он оставался секретом, чем он вышел наружу и расколол вас. Такое дело. Сейчас буду еще спрашивать. Оставлю две ваши карты на столе, но у него вот этот искуситель, конечно, это мужчина или в сомнениях пребывает, или он болеет, ему нужно о себе позаботиться, или он под влиянием. Вот это темное влияние, это, конечно, что-то на нем есть, негативное влияние точно на нем есть. Может, он поступает как-то странно, себя ведет, и ему не свойственно, он поменялся в последнее время, изменился, его не узнать. Может, он себя запустил, не следит за собой. Знаете, или не следит за своим языком, или не следит за своим телом.
опустился. Что-то с ним не так сейчас происходит. Он сейчас находится под влиянием каким-то. У него сейчас в жизни не все не так просто, не так легко. Это ваша вторая половинка. Вы, конечно, пара, вы сильная пара. Вы люди, которые могут жить и в мире, и в любви, и в достатке. Это однозначно. Вы очень сильная пара. Но мы посмотрим, что сейчас между вами. Вот это вы, эта пара остается, чтобы присутствие энергетическое было. И буду смотреть, что сейчас между вами. Ну, начнем с его чувств, да? Что мужчина к вам чувствует? Видите, у него противоречивое к вам чувство, да? Очень противоречивое. То он выходит на связь, то он с вами на одной волне, то начинается опять любовь и страсть, и все такое. То он замыкается в себе, закрывается полностью. То солнце, то луна. Вот у него меняется настроение, как ветер в природе. У него чувства очень противоречивые. То он любит не может, и это вы чувствуете. То он вообще ведет себя как эгоист. Чувства у него разные, противоречивые, и вы в последнее время перестали его вообще понимать. Его мысли. Очень хорошая карта о мыслях. Мужчина хочет с вами идти в одном направлении. Кстати, эта карта называется тоже символон, так как это колода. И она говорит о единомышленниках. Он и вы должны идти в одном направлении. Вы пара, вы суждены друг для друга. Здесь, конечно, будущее в ваших отношениях есть. И вы строите свою жизнь вместе. У вас есть созвучие, единозвучие, единомыслие. Вы на одной волне, вы понимаете друг друга, вы идете к одной цели, у вас одни планы общие. И у вас есть будущее. Это какой-то дом общий, квартира общая, благоустроенность, без эксцессов, без всяких этих, знаете, разборок всяких семейных, все в порядке. В общем, вы с ним идете в этом направлении. Он в своих мыслях строит такое светлое будущее с вами. Вот он в своих мыслях строит это будущее с вами, понимаете? Так что здесь все хорошо должно быть, что карта сама выскочила из колоды. Знаете, вот это умиротворение такое, да, на этой карте показывает, что вам обоим нужно время прийти в себя. Какая-то встряска была, или ссора была, или сплетня была, какая-то грязь была вылита. То есть тайна какая-то, там, помните, карта тайны была? Что-то открылось такое, что лучше бы это не открылось, да, вы обиделись на него. Вы на него сильно обиделись. Кто-то, конечно, завел вас не туда, не в ту степь. Этот дудочник завел вас не в ту степь. Этот дудочник может быть хитроумный родственник, подруга, доброжелательница в кавычках, друг. Это может быть его бывший, бывшая, ваш бывший. Это кто-то, кто мутит воду, кто выдает желаемое за действительность. Здесь обман, здесь подклад, здесь, вы знаете, когда люди преследуют свои интересы и дают вам заранее ведомо ложную информацию, чтобы увести вас от правды, закрыть вам глаза на правду. Да, все вроде говорят, да, давай, ты прав, делай так и так. Вот его, может, мать поддержит. Да, ты прав, ты там покажи, на что ты способен, покажи, кто в доме мужчина, да. Ну а кому это нужно? Ведь любовь двоих — это всегда особая договоренность. И ни маме там нет слова, и никаким другим родственникам никто не может вмешиваться и диктовать никакие условия. Но у вас все будет хорошо, я вижу. Да и при диагностике, помните, там какая карта вышла? С правой стороны у него можно перемотать назад, посмотреть. Там вообще идиллия сплошная. Это обновление, обещание друг другу, это радость, это счастье. Все, что будет у вас. Вот никакие дудочники, никто не может помешать, никакие искусители. Это все проходящее, это все... Понимаете, те люди, те третьи лица, те обстоятельства, которые вас разлучили. Вы знаете, о чем я сейчас говорю.
Это все проходящее. Это все проходящее, это все ломаного гроша не стоит, это все временно. Временные трудности, я бы сказала. Потому что эта карта говорит, будет мир, взаимопонимание, будет любовь. Мужчина решил раз и навсегда, что вы его человек. Вы его человек, понимаете? Это венчание ваших сердец. Вот такой расклад. Так что будет примирение, если вы с ним в ссоре, он обязательно выйдет на связь, это однозначно. У вас будет возможность улучшить отношения, у обоих будет возможность пересмотреть свои взгляды, по-новому посмотреть на то, что случилось, если была ссора. Но если не было ссоры, что ваша плохая ваша ситуация, которая была? Может быть, мужчина просто поменялся. Ну, возраст не тот, да, он же тоже, у мужчин есть менопауза, она начинается у них, кстати, раньше, чем у женщин. Мужчины стареют намного раньше, чем женщины, ну, вы знаете это и сами. Поэтому они нас, женщин, хотят убедить, что мы раньше стареем. Они раньше стареют нас. Вот, поэтому мужской век такой, да, он короткий. Так что им нужно смотреть за собой, за здоровьем, там алкоголь, все такое. Нет. А они часто злоупотребляют, конечно. Даже если он себя не считает пьющим, да, у него социальный такой пьющий он. Но это тоже нехорошо или еще что-то. У мужчин бывает переходный период. И если у вас все с ним нормально, но вы чувствуете, что нужно обновить отношения, то эта карта говорит, что отношения будут обновляться, конечно. Отношения ваши будут обновляться. Какой совет дадут карты? Это свобода от предрассудков. Это, в общем, хорошая очень карта. Это не уход друг от друга, но наоборот. Это приход к новому пониманию вашей пары. Когда у вас есть свобода быть вместе. Вы вместе не потому, что должны, или вас принудили, или заставили, потому что вы хотите быть вместе. Это свобода выбора. Вы свободно выбрали его, он свободно выбрал вас. И никто вам не указ, да? Никакие дудочники, никакие доброжелатели вам не указ. Вы поняли, о ком я говорю сейчас, да? Никакие стратегии вам не указ. Конечно, у кого-то был стратегический план вам помешать, вас увести от правды. Был такой план. У кого-то умника какого-то был такой план. Может быть, как я сказала уже, у каждого другой человек, но кто-то стратегически продумал, что им выгодно. Ну, как говорят, у каждого Ивана свой план, да? Иван — это значит человек по-нашему, по-славянскому, но Иван — это самое распространенное имя. То есть у каждого Ивана свой план. У каждого, то есть каждый человек отличается от другого, другими словами, да, эта пословица говорит. А вы свою стратегию выработаете, а вы никого не слушаете, а вы не принимаете ничью сторону. И вот это чувство вины, которое у него есть, он воинственно себя ведет, потому что у него есть чувство вины по отношению к вам. Он знает, что он не прав. Вот часто мужчина себя ведет воинственно, потому что он чувствует себя виноватым. Понимаете? Вот по этой причине он и ведет себя воинственно, что чувствует себя виноватым. Конечно, ваша красота для него номер один. Страсть у него к вам сильная. Ваша ухоженность, красота, трудолюбие ваше, вот это его очень впечатляет. У вас тонкий вкус эстетический. У него этого нет. У него нет этого вкуса. Я говорю, у некоторых проиграется, что мужчина даже себя где-то запустил. Мне так соседи немножко громко говорят, я надеюсь, вам не слышно через дорогу. Ну, конечно, он хочет близости. Он знает, что вы разные, что вы отличаетесь друг от друга. Он знает, что разница ваша — это, ну, как две половинки. Вот именно эта карта отвечает на вопрос о половинке, да? Две половинки притягиваются. Вы как две половинки, которые притягиваются. И что бы там ни говорили за вашей спиной, вот эта карта пересудов, да? Vanity, то есть пересудов, говорит о том, что бы там ни говорили, вы две половинки одного целого. Это точно. Кто-то судит, конечно, вас за вашей спиной, и за его спиной его судят.
Что-то много склочников в вашем окружении. Скорее всего, это семейные склоки. Знаете, чем больше семья, тем больше проблем. Судят вас, в чем вы одеты, да как вы поступили, да что вы на кухне приготовили, да какая у вас жена. Какой-то патриархальный такой средневековье вам затеяли родственники. Какое-то никому не нужное средневековье, да? Так, все, что я скажу. Это вас нагружает, тяжело вам нести этот средневековый багаж чужого мнения. Зачем вам этот багаж чужого мнения? Только вы можете сбросить этот багаж. Понимаете? Потому что мы как бы чувствуем себя обязаны кому-то мы все время. Но война, конечно, ни к чему не приведет, это понятно. Кое-кто воинственно настроен, кое-кто вас грузит какими-то понятиями, какими-то установками, лишними навязанными мыслекрутками, убеждениями. Кто-то грузит вас морально. Вот по этой карте морально кто-то грузит. А кто-то грузит просто воинственно, идет все время на рожон, на скандал, на выяснение отношений. Это и есть, да? Понимаете, вот эта карта была при диагностике, вы помните. Ну, вы видите, в каком танце вы вместе с ним. Синхронность есть. Есть синхронность, и вот я бы сказала по этой карте, вы друг другу назначены судьбой. Никто не может вам помешать. Это вы назначены судьбой друг для друга, дорогие мои друзья. Так что здесь все будет хорошо у вас. Вас ожидает будущее нормальное, спокойное, счастливое. Вот этот танец, синхронность, когда вы подумали, он уже сделал, он подумал, а вы уже поняли его, да, вот такая синхронность. Глаза в глаза, когда есть доверие, когда нет вот никакого тумана, нет людей, которые... Ну, нет никого между вами. Люди-то будут куда? На чужой роток не накинешь платок. Но эти люди больше вам не указ, потому что какие-то силы вас защитят. Ну, это, конечно, очень хорошая карта. Это именно карта крестоносца говорит, что дело-то правое. Дело-то правое, но это тоже защита ангела. Ангелы вас защищают, архангелы защищают. И выгодно высшим силам, чтобы вы были вместе. Выгодно высшим силам это, потому что ваш брак, он будет, если нет его еще. А если уже есть брак, так он на небесах заключен. Мои соседки, они, наверное, имеют плохой слух. Ой. Вы слышите их, да? Ну что делать? Они стоят близко друг к другу и кричат. Плохой, наверное, слух. Я бы сказала, что не бойтесь тех, кто вас хотят запугать, отвести вас от правды, дать вам ложную информацию о нем. Не бойтесь никого. Высшие силы вас защитят от этих недоброжелателей, видите? Здесь защита от высших сил. Правда откроется, и все будет хорошо. Правда откроется. Сейчас время пришло, сейчас время перемен, сейчас вообще для всех такое тяжелое время перемен, когда каждый открывает свое лицо, когда ничего не скроешь, когда все как есть, каждого видно, время транспарантности, да, время прозрачности, можно сказать, да, по-русски, по-моему, транспарантность называется прозрачность, время прозрачности, каждый должен открыть свое лицо. Я вот не понимаю, когда люди не показывают вообще себя, но я не доверяю тем, кто себя не показывает, честно вам скажу. Что они шифруются, что, почему, а может быть, они их делают не от сердца. Почему люди скрывают свое лицо? Вот кто-то скрывает свое лицо, кто-то под маской. Кто-то под маской в вашем обществе есть, кто-то есть под маской, кто скрывает свое лицо, понимаете? Если человек скрывает свое лицо, ему есть что скрывать, он обманывает, обманщики скрывают свое лицо. Так что вот я вам сразу говорю это. Кто-то есть под маской. Но сейчас такое время, что реальность срывает маски со всех. Понимаете? Реальность срывает маски. Я вам сразу скажу, что здесь теперь время перемен, время прозрачного всего такого, что все видно, кто есть кто, да? Конечно, он хотел бы, чтобы у вас было побольше денег. Понимаете, эта карта, она неплохая, ведь она о том, что есть достаток, и высшие силы знают, почему что-то пошло не так. У некоторых проиграется, у кого действительно что-то пошло между вами не так. Если между вами что-то пошло не так, здесь однозначно
Я надеюсь, вам видно. Так, наверное, будет лучше, да? Что пошло не так? Вот у меня вопрос. Высшие силы знают, что пошло не так. Много было злопыхателей, много было, кто хотел перетянуть одеяло на себя, ведь ценности, ведь деньги – это тоже какие-то удовольствия, радость. Деньги – это то, что позволяет нам достичь наша мечта, чтобы исполнилась, да? И, может быть, вы мечтали о лучшем, не так, как все сложилось, и потому что не хватало средств. У некоторых проиграется, что за этой ссорой или за этим напряжением с родственниками или с вашим любимым человеком напряжением. Понимаете, в любом случае где-то глубоко было все повязано на деньгах. Или наследство неправильно поделили, и была злость, обида. Или же он тратит деньги на что-то, что было в прошлой жизни его, или на родителей больше, чем нужно. Что-то такое там не так. Завязано что-то было на деньгах. Или на том, что не получилось достаточно отложить, не получилось улучшить свой жилищный вопрос. А ведь жилищный вопрос – это прямая связь с любовью всегда. Что-то было завязано на деньгах. Я вам сразу скажу. И вам пришлось, как рыба об лед, да? Вам пришлось менять свои роли, много ролей для него. Вы ему иногда маму заменяли, иногда он ваш сыночек такой был, иногда вы ему служанку заменяли, иногда и друга лучшего, любимая вы для него все. Вы просто устали, вам приходится, слишком много себя для него вы растратили все свои силы на него. Конечно, вы вложились в него, поэтому вы хотите, чтобы уже наконец между вами был какой-то мир. Но результат-то надо из того, что вы вложили, получить. Конечно, с трудом дается. Вот с ним разговаривать, это вот как из этого камня вытаскивать этот меч. Да, здесь король Артур изображен. Защитник. Вот понимаете, как коса на камень. С ним разговаривать сложно, он часто вас не слышит. Он не верит в свои силы. Это король Артур, который вынул камень все-таки из камня меч. Это было свидетельство, что он от Бога, но эти рыцари не верили ему, да, вы ему больше не верите, вашему мужчине, не верите больше ему, потому что он не раз обманывал или не делал так, как обещал, и все время были какие-то оправдания, все время были какие-то обстоятельства, да. Иногда вам кажется, что он актер, или вам приходится какую-то роль играть. Иногда кажется вам, что вообще жизнь с ним – это какой-то театр. Потому что в его семью, когда вы входите, это всегда какой-то театр, все притворство, сплошное притворство. Вот в чем дело, да? Такая жизнь, да, такая жизнь. Да, вы не хотели бы думать о том, что вас пугало. Вы даже боитесь идти вперед, потому что вы думаете, будет то же, что уже было. Может, была потеря близкого родственника у него или у вас недавно. Или же, знаете, потери финансовые, здесь вижу потери финансовые, конечно, тоже. Или мечты разбились, да, бывает так, что мечты разбились. Но будет ли хорошо? Смотрите, мечты-то разбились, да, но бояться-то вам нечего. Потому что это карта, когда вы взаимодействуете уже по новым правилам. Между вами новый закон, это закон преданного служения друг другу. Когда он и вы посвятили себя друг другу, и когда у вас уже наконец-то, мало-помалу, шаг за шагом, строится новое благополучие в вашей паре. Строится новый достаток, строится новая счастливая жизнь, ежедневная жизнь, такие, знаете, бытовуха, как у нас говорили, меняется. Это бытовуха, от которой вы хотели убежать, или он хотел убежать, меняется на сладкие радости бытовой жизни. На самом деле это самое трудное. Найти радость в простых бытовых заботах. Такая обыкновенная жизнь. И здесь собака зарыта. Потому что то, что казалось бытовым, то, что казалось сложным, там копейки считали, там много очень чего нужно было делать за целый день. И там и родители, и дети, и работа, и еще подработка и так далее. Все эти вещи, они теперь как бы укомплектуются, знаете, уляжутся, они будут на своих местах. И вы поймете, что нужно выдохнуть,
одно дело сделать, потом переходить на другое. Пока делаете любое дело, вы получаете удовольствие от процесса. А иначе как? Иначе жизнь пройдет, удовольствие будет ноль. Поэтому эта карта говорит, не бойтесь больше ничего, между вами налаживаются отношения. Уходят все преграды и налаживаются отношения. Когда уже больше нет придирок, нет всяких сложных обстоятельств, отягощающих. И главное, что нет негативного влияния больше, да. И вот как вот эта принцесса, вы теперь просыпаетесь. Видите, происходит на небесах вот это слияние двух рук, когда небеса теперь открываются, и вы просыпаетесь от этого сна и думаете, это был какой-то дурной сон, эти годы с этим человеком, где притирка была, где непонятно было. Наконец-то мы начинаем нормально взаимодействовать. Феникс. Я вижу по этому раскладу, что ваши отношения 100% возродятся. И вы еще точно и обязательно будете счастливы. Это вам просто гарантируется по этому раскладу. Так что сомнений абсолютно никаких не остается. Правда? Карты показывают, девочки и мальчики, вам крупным планом, чтобы они лечебные были. Для этой цели, конечно. Потому что каждая карта, она имеет лечебную энергетику, да. Для этой цели все здесь видно. Если у вас интернет хороший, будет очень хорошо видно, потому что у меня на видео очень все резко. И очень хорошая видимость. Карты, опять скажу, что они дают лечебную энергетику. Исцеляют ваши отношения, вносят мир, покой, равновесие, убирают негатив. Главное, что убирают вот этих всех негативных людей, их влияние на вас. Возрождаются. Феникс – это возрождение отношений. Возрождаются ваши отношения. Возрождаются они к миру, к счастью, к взаимопониманию. И вы оба работаете над тем, чтобы сохранить отношения, да? Здесь вы оба работаете над тем, чтобы сохранить отношения. Так что здесь я в вас даже не сомневаюсь. Вот такой расклад, мои дорогие. А я, в свою очередь, со своей стороны пожелаю вам счастья. И я знаю точно, что у вас будет все просто замечательно. Ставьте пальчик вверх. Оценка работы – это для вас, чтобы вы выразили эмоцию. Эмоцию очень хорошо выражать, хорошо для здоровья. Вы знаете, я не верю, что лайк продвигает чей-то канал. Ну, честное слово, не верю в это. Я знаю, что канал может продвигать только искренняя, честная работа. Вот, а лайк это для вас, чтобы вы выразили эмоцию. Это очень для вас хорошо. Так что подписывайтесь, если не подписаны. Здесь все для вас. Здесь мы просматриваем ваши ситуации. Карты вам помогают. Это психологи, народные психологи. Это заглянуть в будущее, это поговорить с высшими силами. Все очень четко. Так что подписывайтесь. Можно смотреть мои прошлые видео. У меня на канале очень много видео. Кстати, у меня есть каналы другие. И в описании каждого видео есть переход на мои другие каналы. Нужно нажать такую гармошку под видео, развернется информация именно об этом видео. И там будут переходы на мои другие каналы. У меня есть другие каналы, у меня есть официальный сайт, там тоже будут переходы на мой сайт для уроков. Девочки, я никогда не делаю расклады за деньги. Если кто-то предлагает вам расклады за деньги и прикрывается моим именем, это чистые мошенники. Я никогда не спрошу у вас денег за расклады. Я делаю расклады вот только так, чтобы вы здесь, когда появилась возможность сделать такие расклады в свободном доступе, на мой взгляд, не нужно больше за деньги делать расклады. Тем более в наше тяжелое время, просто, на мой взгляд, неприлично даже деньги у людей брать. Но есть такие мошенники, которые прикрываются именно моим именем, что я давно уже знаменитый человек, знаменитый таролог. И это очень некрасиво. Это просто преступление, на мой взгляд. Так что знайте, что ко мне можно прийти на прямые эфиры и прийти ко мне на расклады. Ну а за деньги я не раскладываю карты, чтобы вы знали, это только те, кто использует мое имя. Вот здесь сказала, потому что девочки мне говорят, что есть там в ТикТок или в Инстаграм, что такая ерунда. Ну, поймите. Грязи в мире много, да? Я надеюсь, что вы будете бдительны. Берегите себя и своих близких. И до скорой встречи. Пока-пока.